Всем привет! Вы снова на моем канале, посвященном вязанию. Сегодня мы свяжем вот такую круглую сумочку с столбиками с накидом. Вторая сторона. Для сумочки мне понадобится один моток пряжи бисквит. У меня это нежно-розовый цвет, это зефир. У меня пряжа в ролике, да, то есть я могу ее сама вытягивать, и при этом она получается совершенно не примятая. Вот. В ролике 100 метров, и этого количества пряжи должно хватить на сумочку. Ну и крючок номер 8. Эта сумочка круглая, а круглая сумочка вяжется из центра, то есть из магической петли. Делаем магическую петлю. И дальше вяжем 12 столбиков с накидом в эту петлю. Первый столбик. Так получается первый столбик. И сейчас повторю еще раз. Делаем магическую петлю. Дальше крючком подхватываем нитку, затем вытаскиваем нить из петли, вот из этого круга. На крючке у нас 2 нити. Мы их провязываем и провязываем еще раз оставшуюся на крючке одну нить. Получается один столбик с накидом. Еще делаем 11 таких самых обычных. Вот я сделала 12 столбиков без накида. Теперь мы их пересчитаем. Здесь получается 11 косичек, 12 это будет соединительная косичка, которую я делаю следующим способом. Я уже показывала на одном из видео этот способ. Вставляем крючок под первую горизонтальную косичку, которая находится между первым столбиком и вторым. Подхватываем нитку, вытаскиваем, делаем петельку побольше. Дальше вставляем петельку. Вот получается первый ряд. Здесь вот есть нитка. Она у меня совсем маленькая осталась. Ее можно затянуть потуже, чтобы не было никаких отверстий в первом ряду. И дальше переходим к вязанию второго ряда. Второй ряд будет состоять из 2 столбиков с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. То есть их будет 24. Таким образом мы удвоим количество петель. Первую петлю мы снова делаем несколько по-другому, чем все. То есть мы ее начинаем с накида. Дальше вставляем крючок в то место, куда будем вязать. Вытаскиваем петельку, на крючке 2 петли. Их провязываем. И провязываем еще раз. Вот у нас получилась такая петля. Это столбик с накидом. Первый. Он очень похож на все остальные столбики с накидом. Но все остальные вяжем уже так, как мы привыкли. Вот так как у нас уже есть первый, у нас получилась заданная высота. И мы вяжем обычные столбики с накидом. Это делать для того, чтобы соединение рядов было как можно менее заметным. Ну, то есть очень красиво, чтобы получилось. И дальше просто в каждую петельку вяжем по 2 столбика с накидом. Так у нас получится круг.
Не забываем провязывать вот эту петлю, которая выглядит несколько иначе. Она как раз образована соединением. Узелок вот этот вот соединительный и сама петля. Ее тоже провязываем 2 раза. Я связала второй ряд и снова делаю соединение. Вытаскиваю петелечку подлиннее, вставляю крючок в первую горизонтальную петлю. Она находится между вторым столбиком с накида и первым. Не путайте ее с вот этой петлей. Это не первая горизонтальная, это вертикальная воздушная петля от первого столбика. Да, в нее делать не надо. Тогда вы получите на один столбик больше, и у вас может разойтись круг. Вот какой-нибудь некруглой формы. Чтобы посчитать, правильно ли вы делаете, количество всех петель должно быть всегда кратно тому, сколько вы набрали в начале. Если я набрала 12, значит у меня будет кратно 12. Если вы набираете какое-то другое количество, да, то у вас будет кратно тому количеству, которое вы набираете. И дальше я затягиваю узелок. Заметьте, узелок надо затягивать таким образом, чтобы он не вылазил на лицо, потому что это будет некрасиво и неаккуратно. Вот у нас получается изнанка. А вот лицо, то есть на лице узелок не появляется. Третий ряд. Третий ряд будет вязаться столбик с накидом в одну петлю, 2 столбика с накидом в следующую петлю. И так чередуем до конца ряда. Таким образом уже количество петель будет равно 36. Делаем снова первый столбик с накидом, накид, 2 петли на крючке, их провязываем и еще раз воздушную петлю. Дальше делаем 2 столбика с накидом в следующую петлю. Раз и 2. Снова 1. И снова 2. Так чередуем до конца ряда. Один. И снова 2. Один и 2. У меня довольно такая крепкая пряжа, я бы сказала, она не растянется слишком сильно. Да, из такой пряжи не страшно вязать сумочку. Ее не страшно тянуть. И она очень легко вытягивается в нитку из ролика.
Я подхожу к концу третьего ряда, столбик с накидом, и в следующую петлю 2 столбика с накидом. Следующая петля, та, которая была соединительной, вот в нее я и делаю 2 столбика с накидом. Ну, если вы обратите внимание, то дальше идет 1, 2, 1, 2. То есть я сделала все правильно. Так вы можете проверять себя. То есть раппорт у вас должен закончиться 2 столбиками с накидом. Снова делаю соединение своим способом. Есть, конечно, много других способов сделать. Ну, немного, а один я точно знаю, как сделать еще столбики с накидом. Бесшовные, но мне нравится делать так. Вот я закончила третий ряд. Можете посмотреть, как он получился. То есть шов проходит где-то вот здесь. Да, с лицевой стороны сумочки совершенно будет непонятно, где у нее шов и что вообще он есть. Дальше делаем четвертый ряд. Четвертый ряд вяжется по схеме 2 столбика с накидом в каждую петельку и 2 столбика с накидом в одну петлю. То есть сначала 2 обычных одинарных столбика с накидом, а затем двойной столбик с накидом, который удвоит эту петельку. Таким образом, в этом ряду количество петель будет уже кратно 12 умноженное на 4, то есть 48. Этот столбик я вяжу 2. Снова столбик с накидом. Еще столбик с накидом. И 2 столбика с накидом в одну петлю. Так повторяем до конца ряда. И если вы нигде не ошибетесь и все сделаете правильно, то последние 2 столбика с накидом будут связаны вот в эту петлю. Один столбик с накидом, 2 столбика с накидом, и дальше 2 столбика с накидом в одну петлю предыдущего ряда. Так до конца ряда. Один, и 2. Раз, 2. Последние 2 петли. Раз. И 2. Делаю соединение. Вытягиваю петелечку побольше. И вытягиваю. Такой получилась одна деталь. Теперь нужно связать стеночку. Делаю первую петлю. А стенки я буду вязать без прибавок, без убавок, то есть в каждую петлю по одному столбику с накидом. Первая петля. Вторая. Столбики с накидом я буду делать за заднюю полукосичку, перемычку, одновременно подхватывая
вот эти две нити. Вторая. Покажу еще раз. За косичку и за перемычку. То есть вот сюда. И так до конца ряда. Последняя петля ряда стеночки. Она придется вот в этот узелочек. И дальше опять можно соединиться, уже обрезать нитку. И соединить начало и конец ряда с помощью бесшовного метода для последнего ряда. Вот получился с изнанки. Вот получилась наша половинка с лица. Вторая половинка вяжется точно так же. Делаем сначала магическую петлю, затем делаем 12 столбиков с накидом в магическую петлю, и затем в каждом следующем ряде равномерно прибавляем по 12 петель. Таким образом, на выходе мы получаем 48 петель. И в последнем самом ряде, который будет стеночкой уже, без расширения, мы просто вяжем 48 столбиков с накидом, по одному столбику в каждую предыдущую петлю. Я свяжу вторую половинку и покажу вам, как я их соединяю. Я связала вторую половинку, и у второй половинки я нитку не обрезаю, мы ей будем соединять детали. Можно их, конечно, просто сшить, но я покажу вам, как я соединяю детали. Я уже показывала в одном видео, что я придумала, чтобы красиво соединить две половинки сумочки, ну или каких-либо других деталей. Итак, вот отсюда вот у нас выходит рабочая нитка. Ну и выбираем какое-нибудь место на другой половинке, куда мы начнем соединение. Вставляем крючок в одну полупетлю, затем вставляем его в следующую петлю после той, откуда выходит нитка. Подхватываем рабочую нить и протягиваем ее через две петли, которые идут на крючке. Вот такая получается петелька. Фактически это обычные соединительные столбики, просто мы их делаем за 2 задних полупетли обеих половинок. Покажу еще раз. Подхватываю одну полупетлю, подхватываю вторую, захватываю нитку и протягиваю уже через все 3 петли на крючке. Так я провязываю столько, сколько мне необходимо соединить, потому что нужно оставить некоторые отверстия, которые будет закрывать молнию. То есть, если у вас молния, например, 18-20 сантиметров, то надо отмерить здесь 20 сантиметров, и вот здесь вот на противоположной стороне уже остановиться. Покажу еще раз. Захватываю одну полупетлю, другую и протаскиваю нить через все 3 петельки, которые у нас на крючке. Снова одну, вторую. Вот я довязала до конца. Сейчас спрячу оставшуюся нитку в сумочку. Покажу, как она выглядит. Сюда вот можно будет вставить молнию. Сама сумочка выглядит вот так. С другой стороны. Ну и боковой шов. То есть вот здесь вот получается такая косичка. Кому понравился мой мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите следующих видео. Спасибо за внимание!